dance electric vibes, here we go. Feel the energy rush in the video flow, creating magic, making memories. You gotta know. Привет, привет, мои любимые девочки! Добро пожаловать в мой новый влог. Я сейчас дико волнуюсь. Если вы смотрите это видео, значит я это сделала. Пару недель назад, после очередной покраски корней, я говорила вам, что придумала с мастером попробовать сделать такой небольшой контуринг. Я самый стабильный человек из всех, кого вы знаете, поверьте. Любые эксперименты, это вообще... у меня никогда даже такого особо желания не возникает, так как-то очень редко, и чтобы, знаете, прям там что-то кардинально менять, нет, никогда. Особенно, что касается волос. Я как-то, вообще никогда не хотела. Меня часто спрашивают, хотели ли вы обрезать как-то волосы? Нет, я даже об этом не думаю. В детстве, не в детстве, даже в подростковом возрасте у меня там были короткие волосы, а потом, как-то, скажем так, всю мою сознательную жизнь я даже не задумывалась о том, что их можно обрезать, нужно. Как-то у меня нет такого желания. Поэтому я люблю длинные волосы на себе и не хочу там что-то мудрить. Контуринг, конечно, очень интересно, очень опасно, но мы сделаем максимально, скажем так, натурально, по крайней мере, в первые разы. Особо ничего видно не будет. Я хочу добавить чуть более светлых прядей, но я сейчас говорю не о каких-то белых прядях, естественно, потому что темные волосы и белые пряди, конечно же, нет. Это просто будут какие-то пряди на несколько тонов светлее, так просто точечно по всей голове, хотя сегодня, я так понимаю, мы сделаем только вот здесь, вот эту вот часть, чуть-чуть светлее, то есть что-то, как будто бы такой немножечко эффект выгоревших волос. Посмотрим, как это будет. Надеюсь, что я не передумаю. На самом деле я скиталась все это время, пока ждала, когда мне придется снова красить корни. На прошлой неделе записалась, и когда уже записалась, знаете, прям меня так немножко накрыло. Я думаю, нужно, не нужно. Но я общалась со своим мастером, и она мне сказала, что если что, мы просто все закрасим, и все будет хорошо. Поэтому я сегодня с утра проснулась, помыла волосы. И сейчас поеду в салон. Я еду туда часов на 6, наверное. Она сказала, что примерно столько займет моя процедура, но плюс я хочу, конечно же, покрасить корни, потому что они отросли, седина моя видна. И если вдруг успеем, хотя я думаю, что нет, может быть, немножко подровнять кончики уже, потому что я это делаю очень регулярно. Вы знаете, где-то каждые 3 месяца точно я равняю кончики. Такой у меня обычный аутфитик. Джинсы из Зарины, не джинсы, а шорты. Очень мне нравятся, классные, красивые, молочные. Немножко, конечно, уже помятые, потому что я тут ходила туда-сюда. На мне рубашка из Алина H&M Premium. Классная, тоже такая, естественно, мятая, потому что это лен. Но когда будем краситься, я ее сниму, потому что мне, наверное, будет жарковато. И просто останусь в маечке. Обувь на мне такие классные сандалики на маленьком каблучке. Шлепочки такие, как я называю. Из манго. Ничего не спрашивайте, девочки. Очень мне нравится ее цвет. Это Дольче Габбана Сицилия. Малышка я черную продала свою. И она была очень такой большой. А большие сумки у меня есть. А вот это в идеальном кремовом цвете. Ничего, сделайте вид, что вы не заметили, пожалуйста. В общем, вот так. Такой у меня быстрый аутфитик. Очень-очень волнуюсь. Надеюсь, что все будет нормально. Если что, немножко похожу и закрашу. Что-то меня так немножко высыпало. Знаете, наверное, перед женскими днями. Думаю, сходить к косметологу. Давно не была на пилинге. Что-нибудь подавить, мне думаю, тоже нужно. Все. Встретимся в салоне. Ну что, девочки, вот такой я космонавт. Сижу, жду. Пока еще только 1,5 часа, очень как-то быстро мы нанеслись. Мне в моменте казалось, что очень долго, но по времени оказалось, что недолго. Поняла. Лисички наши страшницы, да? Сейчас тонирую корни. Пока это, конечно, очень смешно, но, конечно же, так не будет. Очень необычно.
девочки, я не знаю, как вам показать эти волосы свои, потому что у меня недостаточно света. Наверное, нужно пойти сейчас около окошка встать, чтобы показать, что у меня получилось, но, наверное, здесь тоже видно. Я вчера вам ничего не поснимала, практически там совсем чуть-чуть еще, когда была в салоне, потому что, если честно, я так устала сидеть больше 6 часов, что мне просто хотелось быстрее убежать, просто походить и поесть, конечно же, поэтому особо вчера уже ничего не болтала. Но я очень довольна, мне очень нравится, как вышло. Я здесь закрутила кудряшки. Вот когда в кудряшках прям видно. Сейчас я вам подробнее расскажу. Давайте сначала поболтаем так, а потом уже покажусь, когда будет нормальное освещение, потому что у меня очень чувствительные глаза, вы знаете, я просто... Ну, хотя, мне кажется, и так видно, да? Я просто не могу снимать себя на солнце прям без очков. А будет странно, если я буду в очках дома. В общем, очень мне нравится. Мы еще убрали длину. Ну, как обычно, я просто подровняла кончики. Когда волосы закручены и уложены вот сюда, скажем так, развернуты, тогда очень видно, что я что-то с ними сделала. Когда они у меня просто сзади, или, как я обычно ношу, убираю за ушки, да, когда они мне мешают, то не видно вообще. Когда волосы сзади, когда они за ушком, здесь такой вот мельчайший переходик только будет виден. Мне нравится, как получилось. Мы взяли совсем немножко прядок, они такие тоненькие. Очень это, конечно, долгий, деликатный процесс. Это все длится реально долго. Но мне, получается, собрали волосы вот здесь. И то, что осталось, это немножко челки и просто вот по контуру сзади. То есть, когда я буду брать хвост, у меня там тоже такие светлые прядки будут. Вот. Очень реально это все деликатно, еще раз повторюсь, потому что они так красиво рассыпаются, и вообще непонятно, где начало. Вот видите, у меня даже челка, она довольно-таки длинная, но не видно, где она начинается, потому что вот здесь у меня все равно темненькая, и так оно вот прям такой красивый коричневый цвет. В общем, мне их осветлили, и потом просто, как обычно, затонировали. Я тонируюсь раз в месяц безаммиачным, да, красителем. И, кстати, мы вчера попробовали мне покрасить корни, не обычной краской, как я обычно делаю, а просто тоже тонером. Не знаю, как оно будет держаться. Скорее всего, не очень хорошо, но я хотела попробовать. То есть мне мастер как бы сама предложила, и вдруг получится. Потому что, конечно, есть разница, тоник какой-то и краска аммиачная, но у меня седина. У меня, конечно, запрос убрать ее. Но так как у меня седина только здесь, то есть шанс, что мне подойдет и тоник. Я просто буду каждый месяц, как я красила корни, я буду просто делать тонировку. Поэтому посмотрим, как оно пойдет. Пока все закрасилось супер. Если оно продержится хотя бы пару недель, ну, то есть как оно будет смываться, посмотрим. Потому что тоник, конечно, седину не закрашивает, как положено. Но посмотрим. У меня все-таки контрастные черные волосы, и эти седина, если она будет сильно отрастать, то мне это не подходит. Но проверим. Еще говорила, что если будет все хорошо, то в следующий раз можем попробовать сделать тонировку именно на сухие волосы, и тогда такой будет более яркий эффект, ну и, соответственно, больше плотности будет в цвете, и, возможно, тоже будет прикольно. Посмотрим. Возможно, я завтра помою волосы, и я опять стану седой, но так как у меня все равно седина наша, не то, что, знаете, полностью, это просто какие-то волосочки, не то чтобы много, но на темном она, конечно, видна, то непонятно, как оно будет, но попробовали вот так. Я реально довольна, мне нравится. Прикольно. У моего мужа сегодня день рождения. Вечером мы пойдем в ресторанчик с нашими друзьями. Сейчас тоже на обед тоже ездили, тоже пообедали вместе с Бонечкой и с мужем. Знаете, какой-то сегодня такой день, что с утра проснулись. Мы ждали замерщика, чтобы замерить шкаф и зеркало в прихожей, и плюс в постирочную комнату нам там тоже шкафы. Потом, как нам приехали, привезли столешницу, установили. Боже, ура! Столешница готова! Покажу. И потом мы съездили, пообедали, потом там еще какие-то рабочие дела туда-сюда, и вот вечером пойдем с нашими друзьями. В общем, такой приятный день. Моему мужу исполнилось 33, так что сегодня его день. Пойдем праздновать. Сегодня буду надевать платье. У нас с утра была такая нехорошая погода. Ну, вернее, не холодно было, но дождливо, очень серо. А потом после обеда так распогодилось, сейчас так тепло, поэтому надеюсь, что будем сидеть на террасе, на улице. И я буду в красивом новом платье. Возьму вот эту сумочку, она очень красиво подходит по цвету. Видите, здесь база не белая, не контрастная, поэтому сюда отлично подходит
этот цвет. И босоножки надену не черные, а... Сейчас покажу. Эти вот малышки из манго. Тоже они по цвету прекрасно подходят. Такой у меня будет легкий, летний, красивый образ. И нарядный причем. Я сразу в форме, еду на тренировку, мне просто спуститься на лифте. Это, конечно, обалденно. У меня сегодня вторая тренировка, моя тренер сейчас в отъезде на 2 месяца, и мы занимаемся онлайн. Не знаю, возможно, мне так понравится, что уже не захочется никуда уезжать. Я взяла с собой пакетик, ношу с собой. Уже привыкла на разминке делать на этом вале, поэтому ношу его с собой, там нет. А так все есть остальное. У нас, к сожалению, зал работает с 10, поэтому я, конечно же, сразу к открытию и пришла. Сейчас похожу. Нет, сначала сделаю разминочку, а потом похожу на дорожке. У меня тренировка с тренером в 10:30. Привет, это я. Расстелила себе коврик. Здорово, что и переобуваться не нужно. Я просто спускаюсь в своей чистой обуви. Вот как раз 10:06. Этот вот валик мне очень нравится. У меня есть еще один, тоже с Wildberries. Он тоже хороший, но он такой более мягкий. Этот прям хорошо прорабатывает. Еще не взяла с собой мячик. Мне нравится размять. Я как раз новенький заказала на Wildberries. Сегодня заберу размять пяточки. И вот, знаете, очень хорошо. Вот здесь вот тоже с утра. Так что буду сейчас немножко разминаться. Я похожу по дорожке, и потом в 10:30 у меня тренировка. На дорожке. Здесь я обычно хожу на скорости где-то 6-6,5, и высоту ставлю на 3. Вот тогда так в меру тяжело, комфортно очень ходить. Вот, то есть я иду довольно быстро, даже до 6. Я уже вернулась с тренировки. Снимаю тут рилс распаковку. Я вам все здесь показывала. Посуду мы с вами открывали в прошлом влоге. Тут у меня какие-то покупки еще из Польши были. За рахом такие красивые полотенца. В Пепко найдены красивые ложечки. Это я все в Польше покупала. Такая ракушка из H&M для каких-то мелочей. Поднос мраморный. Не поднос, а разделочная доска, но я на ней вряд ли буду готовить. Будет как подставка, потому что она очень тяжелая и ее неудобно мыть. Не знаю, можно поставить сюда что-нибудь. Вот. Она такая с этой стороны с такими лапками, скажем так. Вот, так что красота. Сейчас буду это все мыть и расставлять по местам. Ждала, когда будет готов остров, чтобы снять распаковку для Инстаграма. Вот, поэтому все показала вам и обратно спрятала, чтобы, знаете, уже все расставить, потому что даже особо и не было куда. Вот. Лимонадик будем пить, когда нам как раз пришло лето, кажется. Там тоже Машенька дарила в Польше за рахом. Я сейчас делала такие вкусные лимонады. Просто обычная вода, апельсин, лимон, мята. Либо мне нравится сделать пюре из клубники. И тоже просто мята. Можно добавить немножечко лайма или лимона. Ну и обычная водичка. Просто улетает отлично. Если особенно тяжело пить воду. А если поставить в холодильник и охладить, то прям идеально на жару.
Вот, так что всех буду все расставлять. Так вот, собственно, сам остров. Приехала к нам столешница, как я вам и говорила, мы ее заказывали. Где же мы ее заказывали? Stone Tech, кажется, называется. Это такой довольно популярное место. К нам вчера приезжал человек, который устанавливает столешницу, ну, вернее, ее клеит. Вот, и он нам рассказал, что он устанавливал во всех квартирах в нашем доме. Вот. Поэтому мне нравится, как получилось. Мы специально не подбирали точь-в-точь, потому что здесь прям такие яркие эти полосы, ну и мне как-то нормально, но мне хотелось, чтобы был такой мягкий более рисунок, вот, но по цвету шикарно, потому что мы брали образцы, я вам говорила, прикладывали и вот решили остановиться на таком варианте, поэтому всем довольны. Тут у нас еще этот шкаф не доделан, видите, мы даже не закрываем внизу, естественно, будет просто такая тоже белая штучка, но нет, пока будут еще немножко переделывать, потому что тут мы недовольны, как я вам говорила. Так что вот такие делишки. Кончился мой аромат любимый. Кто меня давно смотрит, знает, что я его просто обожаю, и он есть у меня абсолютно всегда. Как только я вижу, что остается буквально на донышке, я сразу заказываю новую баночку. И знаете, в этот раз решила взять тестер, потому что какая мне разница, мне эта коробка вообще не нужна. Я заказывала на сайте, по-моему, Vetiver By. Вот, и там есть разные варианты. Там, кстати, можно даже 200 мл купить. Ну, есть, конечно, с коробочкой нормальный, скажем так, не тестер. Вот, а есть возможность купить тестер. И мне вот вообще все равно. Если честно, он там немножко дешевле, а платить за коробку смысла никакого нет. Просто обожаю его, реально. Вот послушайте, мне кажется, что нет ни одного человека, которому он не понравится, потому что он максимально легкий, он держит за пару часов, и меня это более чем устраивает. Он меня не душит, с ним сложно переборщить, мне кажется, что даже невозможно. Такое, что хочется обновить в течение дня, то, что мне хочется вдыхать в течение дня. Вот не знаю, может быть, мне нужно еще купить какой-нибудь маленький формат, чтобы с собой в сумочку носить, чтобы не переливать. Но вот прям очень-очень его люблю. Много раз рассказывала, что у меня прям ассоциация этого парфюма, так как он очень такой старый, с каким-то, знаете, журналом, вот как раньше страничку можно было потереть, знаете, вот они постоянно там размещались. Реально очень его люблю. Это такая для меня база, которая должна быть всегда. Все эти нишевые парфюмы дорогие, это, конечно, все прекрасно, но вот, не мое. Как бы я ни старалась, как бы я ни пробовала. Вы знаете, что у меня в прошлом году был, скажем так, припадок, когда мне была интересна ниша, и она мне нравилась, но, к сожалению, недолго. Буквально, наверное, полгода мне хватило, и все. Поэтому есть какие-то такие ароматы, которые просто покупаешь всегда. Для них всегда есть настроение, и когда не знаешь, что нанести, в любое время года. В общем, вы поняли. Так, девчонки, наливайте себе что-нибудь вкусненькое, какой-то чаек, у меня лимонад. Я сейчас постоянно делаю себе просто обычную воду с чем-то, с какими-то фруктами, ягодами, добавляю свои заморозки. Помните, мы с вами несколько недель назад во влоге делали, я просто в блендере взбивала какие-то ягоды, то есть делала какую-то такую вот пюрешку, да, ягодную и фруктовую. Вот сегодня у меня арбузная, скажем так, смузи, да, замораживала и сейчас использую для приготовления чая, для каких-то просто лимонадов, либо когда жара хочется освежиться, съесть такое самое натуральное мороженое, скажем так. И для воды мне прям очень легко пить воду, никакого сахара здесь нет, но вода вкуснее, чем без ничего. Мне сегодня так не нравятся мои волосы, не потому что я их покрасила, а потому что я решила, что раз уж я сделала осветление, пускай и минимальное, сейчас поболтаем про волосы, значит, их нужно срочно напитать. Я знаю по своим волосам, когда им за много. И вот сегодня как раз-таки тот случай. Я сделала, как обычно, свою любимую маску Масил 10, но решила убрать волосы под шапочку, и чтобы лучше подействовало, чтобы волосы больше взяли, и они взяли столько, сколько им не нужно. И они сегодня такие неприятные, очень пористые. И хочется просто, я прошу прощения, вывела просто себя, вернее, на планшет, чтобы видеть, что я в кадре. И вот сегодня мне прям их спасет только помывка. Вот они такие вот пушистые, пористые, какие-то слишком увлажненные. Им было столько не нужно. В общем, про
окрашивания. Я ни в коем случае не пожалела. В принципе, у меня очень редко такие мысли меня посещают, что мне хочется что-то в себе изменить. У меня такого не бывает практически никогда, вы знаете. Эксперименты — это вообще во внешности, это вообще не я. Вот я человек стабильный, я знаю, как мне нравится, знаю, что я хочу. Но тут вот мне резко захотелось, и я подумала, надо сделать, потому что почему бы и да, как я говорю. На самом деле мне светлили просто, не знаю, 50-ю часть моих волос, но из-за того, что они светлые, если не 100-ю, но из-за того, что они светлые, то, конечно, ну, на контрасте они видны, особенно когда я их перекидываю вперед. На челке тут тоже как-то вот минимально. Ну, в общем, прикольно. Когда мне надоест, я просто все верну, как было. Вот это будет как бы не очень сложно сделать. Всю голову я точно бы делать не стала, потому что для меня это слишком ярко, мне так не нужно. Значит, просидела я больше 6 часов в салоне. Как я вам и говорила, мне отделили волосы, где-то вот, ну, немножко спереди взяли, да, ну, спереди я имею в виду челку, и вот сзади, ну, просто вообще минимальное какое-то количество, чтобы когда я делала хвостик, вот тут тоже как бы все было, ну, так, интересненько, скажем так. То есть у меня осветлена совершенно небольшая часть моих волос, и даже в моих самых страшных каких мечтах, страхах, в моей тревоге, когда я сидела с этой фольгой, я думала, сейчас вдруг мои волосы отвалятся, белые, осветленные. В самом худшем случае, все равно, знаете, мозг рисует такие картинки. Я понимала, что этого не будет заметно. Ну, кроме меня, естественно, больше никому, потому что, ну, это действительно очень-очень маленькая часть моих волос. Конечно же, да, всю голову я делать бы не стала. Понятное дело, что такое осветление — это не витаминки, и они, ну, естественно, повредились. Но я этого абсолютно не ощущаю. Я трогаю, ничего не изменилось абсолютно, все то же самое. Вот, но хотела сегодня все равно, раз уж я подумала, раз уж я теперь блондинка кое-где, то нужно более тщательно ухаживать за своими волосами, но, как оказалось, мне и не нужно было их так увлажнять, как я сегодня это сделала, поэтому сегодня вот прямо сейчас трогаю их, они такие неприятные из-за того, что слишком я их напитала. Вот у меня так бывает, я бывает так передержу маску и... Ну, короче. Так вот, что дальше? Что дальше? Если мне захочется вдруг поддерживать этот результат, то где-то раз в полгода, может быть, даже раз в год я также буду осветлять эти участки. Так, надо выключить этот планшет, а то я смотрю постоянно на себя теперь. Так вот, просто осветлю, если мне захочется, но я уверена на 100%, что я этого делать не буду, потому что вот мне так... Похожу сейчас и потом верну все как было, потому что, конечно же, все равно для меня... Ну, знаете, вот я такой человек, я знаю, что я хочу, я знаю, что мне нравится, скажем так, навсегда. Так вот, навсегда — это для меня 100% однотонные волосы. Вот поэтому пока баловство. В следующий раз попробую затонироваться в какой-то более холодный оттенок или, наоборот, чуть более теплый, ну, чтобы, знаете, поиграться, посмотреть, какие могут быть варианты. Но что я так буду ходить всю жизнь, конечно же, нет. Вот как бы я это знала и изначально. Наверное, опять же, касательно моей седины, если бы я делала на все волосы, ну, вернее, не на все, а вот, например, на эту часть тоже, то, возможно, когда седины было бы больше, светлые пряди отвлекали бы это внимание, да, и потому что когда седины будет больше, то, конечно, через недели 2-2,5 она прям уже будет видна. Вот. Но, как я вам говорила, у меня здесь вот прям такой небольшой участок на проборе с 17-18 лет. И не то, чтобы там ее прям очень-очень много, этой седины, но, конечно, на темных волосах она видна, я ее вижу, и она мне не нравится. Вот поэтому я ее закрашиваю. Вот. И для меня вот был такой вариант, что когда-то, когда ее будет прям очень много, было бы неплохо попробовать что-то другое в окрашивании. Вот, но я понимаю, что это не совсем мое, и всю голову там осветлять точно 100% нет, я не хочу. Так что, да, я сама по себе, как вы знаете, ну вот, в принципе, у меня очень-очень темные волосы, у меня папа прям в молодости был прям не с темными волосами, а с черными. Вот это прям единичка, скажем так, ну прям очень черные. И у меня тоже темные волосы, вы видите, что у меня темные брови. Вот, поэтому, в принципе, мне никогда не хотелось быть какой-то светленькой. Ну,
мне это не откликается. Я про себя сейчас говорю, про свои какие-то ощущения, и, в принципе, визуально мне нравится темный волос на себе. Вот. Но захотелось мне вот поиграться. Я ни в коем случае, повторюсь, не жалею, мне все нравится, хороший результат. Я не чувствую, что мои волосы как-то сильно повредились. И, в общем, я хотела, я попробовала. Так что пока похожу вот так. Посмотрим, насколько меня хватит. Но в следующие разы все равно 100% еще поиграюсь с оттенками. Потому что это все, ну, то есть как это вообще происходит, да? Сначала нам осветляют волосы, они получаются такого ужасного цвета. Я бы сказала, знаете, у меня такое ощущение было, как будто мне вставили в голову просто какие-то такие толстые желтые нитки. Это ужасно. Но потом, конечно, это все тонируется. Я там вставляла вон кусочки, это ужасно выглядело. Вот эти вот, когда только-только сняли эту фольгу и помыли волосы. Еще до тонировки. Вот. Ну и потом просто тонируют до желаемого оттенка. И как я вам говорила, я в этот раз тоже корни попробовала не мячным красителем закрасить, а тоником. И сегодня я, знаете, мыла голову и думаю, блин, сейчас посмотрю в зеркало, и у меня там уже все смылось, и видна моя седина. Но пока нет, одно мытье выдержала. Для меня, конечно, было бы идеально, если бы вот 3 недельки оно держалось. И, конечно, это гораздо лучше, да, чем использовать аммиачный краситель. Ну, по крайней мере, пока что у меня не так много этой седины. Вот, ну посмотрим, если вдруг нет, то ничего страшного, буду делать, как делала. Так что вот такие вот дела. Давайте с вами лучше сделаем распаковку. У меня здесь, как обычно, какие-то рандомные покупки. Что заканчивается, я сразу заказываю. Мои любимые салфетки для лица. Хлопковые вот эти вот одноразовые полотенца. Очень их люблю. Покупаю уже, не знаю, который раз. Дальше. Заканчивается у меня тонер, который я просто обожаю. Хватает его очень надолго. У меня здесь объем какой? Какой же здесь объем, девочки? Все на каком-то корейском. Ну, сейчас. Здесь у нас объем. Нигде не указан. 150 миллилитров. Обожаю этот тонер. Он в самом деле... Вы знаете, я как-то особо не видела никогда от тоника какого-то результата. Ну да, я знаю, что там я умылась, нанесла просто потому, что так нужно сделать. Вот, как бы для того, чтобы восстановить там гидролипидный баланс кожи и все такое. Он реально такой классный, он увлажняющий. Он, в принципе, тонер отличается от тоника тем, что он такой более... по консистенции имею в виду, тем, что он такой более плотный. Вот, то есть он, видите, не прям как водичка, а чуть более густой. Вот. И, в принципе, если у вас очень жирная кожа, то утром, по крайней мере, в летний период времени, с утра можно использовать без крема, только с таким тонером, потому что, в самом деле, такое сразу красивое, сияющее, увлажненное лицо. И утром и вечером я его использую. Я не использую какие-то ватные диски, просто наливаю на ладошку, распределяю и вот так вот наношу. Вот. На самом деле, очень надолго его хватает. Я прям часто им пользуюсь. У меня вот уже заканчивается, поэтому, вы знаете, я человек запас. Поэтому я сразу заказала. Дальше, что у меня здесь? Тоже любимейший продукт для снятия макияжа. Это пэды, тоже от бренда Solimax. Какие-то тут резиночки в подарок мне вот такие. Не знаю, что мне завязывать с этими резиночками. Ну, спасибо. Вот такие. Один такой пэд для всего лица. Отлично снимает тон. То есть я сначала снимаю макияж вот этими пэдами, 1 штучка в день, и уже после умываюсь. Здесь 60 пэдов. Это получается на 2 месяца. Очень мне нравится. Они сразу такие пропитанные. Вот суперские. Любимый мой продукт сейчас. Раньше я очень любила от Biore. Вы знаете, вот эту сыворотку для снятия макияжа. Мне очень нравится ее консистенция. Тоже просто там 1,5 нажатия, и все прекрасно растворяется. Но пэды супер удобно и качественно, и классно. В общем, рекомендую. Мой новый мячик. Я вам говорила как раз во влоге, да, что жду. Мне очень нравится стопу хорошо проработать перед тренировкой. Вообще в идеале каждое утро. Тоже очень классно покататься на нем прям своей попой. Так не очень приятно, я бы это сказала, но это очень полезно. Поэтому, ну и, конечно, вот здесь вот все мы знаем, да. Круто.
Я на самом деле использовала до этого такой же мячик, только поменьше. И вот мне захотелось черный, а то у меня был какой-то яркий. Что здесь еще интересного? Что здесь? О! Сейчас. Я вам рассказывала уже про эту пену для ванн. Это моя уже 3-я или 4-я банка по счету. У меня же теперь есть ванна, я ее принимаю с пеной каждый день, когда не жара. Жарой не хочется, конечно. И у меня это просто пена, как... В общем, расход у нее конкретный. И у меня с ароматом наркотик, или как называется. Ну, в общем, они там под какими-то... По этому артикулу я оставлю в описании, как обычно, очень много различных ароматов по мотивам каких-нибудь популярных парфюмов. Вот. На самом деле, такой приятный аромат. Я наливаю пену, ухожу, пока там водичка набирается, да, в ванную. Прихожу, и потом такой невероятный аромат просто во всей ванной комнате. Хочу попробовать другие вкусы. И вот сейчас тоже как раз заказывала и увидела, что там еще есть соль. Она с магнием. Соль, в смысле, тоже такая же ароматная. И здесь у меня сколько? 1 килограмм. Сегодня буду принимать. Она с магнием. У меня есть обычная соль с магнием, но без запаха. Я вам даже показывала. Кстати, здесь 200-300 грамм нужно использовать. Ну, в общем, на 3 раза мне ее хватит. Но она тоже такая вот ароматная должна быть. Соль с магнием, это прекрасно. Я покупаю просто тоже 5 килограмм на Wildberries. Давайте сразу откроем, хочу посмотреть, какой запах. Ой, она такая, знаете, как обычная соль. О, ароматная. Слишком даже, я бы сказала. Вот. Что сегодня у меня вообще будет просто супер парфюмированная ванна. Просто спа. Ой, слишком много вдохнула, теперь мне в носу слишком пахнет. Даже стыдно сказать, что здесь. Стыдно, девочки. Это опять шоколад. Я купила малину, клубнику. Ну, просто я подсела. Вот, знаете, самое подходящее слово. И здесь костюмчик, который я вылавливала целую неделю на Wildberries. Видела у кого-то в ТикТоке. Это у нас брючки. Так, я думала, что это вискоза, но нет. Здесь 95% хлопок и 5% полиэстер. Все-таки здесь написано 95 хлопок и 6 полиэстер. Как это возможно, никто не знает. Даже китайцы, которые шили этот заказ. Ну, неважно. Приятный очень такой низ. Это очень популярные костюмы. Вы точно знаете, как они выглядят. Сейчас примерим. Не знаю, может быть, дома носить или вот около дома выйти погулять. Я хотела именно в коричневом цвете. Такие супер свободные палаццо. Очень тоненькие. Очень легкие. И к ним от этого же бренда, там, кстати, было много цветов, такой вот верх. Это обычная футболка. Она такая слим. Должна быть в облипочку. Давайте примерять. Костюм просто вау. Если вы такой хотели, то заказывайте. По крайней мере, по первым ощущениям. Не знаю, как он будет после стирки, но он такой приятный к телу. В нем совершенно не жарко. Дома просто идеально, аккуратненько, симпатичненько. Также и на прогулку. В принципе, куда угодно. Я бы там, не знаю, знаете, по каким-то своим, так скажем, базовым делам. Не знаю, гулять в парке с собакой, там, выйти в магазин. Очень классный. Очень в нем приятно. Видите, сидит футболочка прям так по телу максимально, в облипочку, прям подчеркивает талию. Вот так вот прям она, ну, она такая довольно, ее и заправить можно, если отдельно какие-то другие цвета покупать. Брюки тоже супер классные, на мне самый маленький размер и верха, и низа. Я брючки в один оборот опустила вниз, потому что, ну, мне великоваты. Вот, ну и все. По длине, ну, нужно немножко убрать длину. Очень мне нравится, посмотрю другие цвета, я такое очень люблю. Классно. Для каких-то поездок, шикарно, для перелетов долгих. Возможно, сейчас кому-то актуально. Прикольно, очень нравится. Вообще такая нежнейшая, мягчайшая ткань. Их очень много, в принципе, на Wildberries, но вот я просто увидела артикул в ТикТоке у кого-то, просто в ленте рекомендаций, и уже ждала его, чтобы, знаете, как будто бы точно знать, что это он. Классный, очень мне нравится. Там много цветов, по-моему, красивый такой желтенький был. Но, знаете, я часто вижу на девочках желтый, очень просвечивается.
Не знаю, может быть, этот от этого бренда будет другим, но мне кажется, что тут они все такие будут, они же тончайшие такие, поэтому все будут просвечиваться, ну, мне так кажется, хотя кто его знает. Так, в общем, сейчас хочу приготовить малину в шоколаде и немножко клубники. Вы знаете, вот просто, ну, во-первых, это ужасно вкусно, я никому не советую пробовать, потому что, ну, это так просто, и это вот подсаживаешься моментально. Но у меня еще сегодня как раз определенный такой день, когда, знаете, бывает раз в месяц, это не один день, а сразу несколько, когда хочется просто съесть все. Вот и у меня сегодня такой день. Я решила, как обычно, кто я такая, чтобы себе отказывать. И я хочу сделать малину сначала в белом шоколаде, а потом в молочном, чтобы просто впасть в сахарную кому. Я ее уже... Так, девочки, я здесь, если что, заморозить. Ой, мне кажется, можно еще немножечко и побыть. Или она больше не заморозится. Не знаю даже. В общем, у меня вот так это все выглядит. Наверное, не видно. Блин, не знаю, когда мы сделаем свет. Ну, вернее, он есть здесь, но он, конечно, такой никакой, что просто его что включай, что не включай. На видео ничего не понятно. Ну вот, малинка. Девочки, кстати, спасибо, кто мне посоветовал, что нужно ягоду заморозить немножко, чтобы ее легче окунать потом, да, чтобы она легче покрывалась шоколадом, скажем так, аккуратнее выглядела. Наверное, минут еще на 10 оставлю в морозилке и вернусь к вам, чтобы уже лучше подморозилось. Кстати, заказала этот костюм еще и в белом цвете. Ну, не знаю, насчет белого, конечно, немножко опасно. Надеюсь, что он не будет просвечиваться. Нужно просто примерить, если что, верну. Потому что белый мне тоже очень хочется. Шоколад ужасно вкусный. У меня закончились большие зубочистки. Ну, шпажки. Со шпажками очень удобно макать. Клубничку зубочистками неудобно, но как есть. Разве может быть день плохим, если он начинается так? Доброе утро. Боже, я уже, девочки, просто захлебываюсь слюной, простите, пожалуйста. Мой завтрак сегодня вот такой, да. Ой, ужасно вкусно. Я вчера не попробовала, потому что пока делала, если честно, просто нализалась ложку, и мне уже не хотелось. Но вот сегодня на завтрак, о боже, невероятно вкусно. Видите, у меня тут 2 шоколада. Нужно, чтобы немножечко подтаяло, буквально пару минут с холодильника, когда достаете. И тогда невероятно вкусный мягкий шоколад. Чаек мой любимый, вы знаете, кружечка от папы. Что вот такое доброе утро. Так, девочки, доброе утро вам еще раз. Сегодня у нас суббота. Не такое уж и утро, конечно, уже час дня. Я занималась домашней рутиной. Провела тут такую субботнюю уборочку более интенсивную, чем моя обычная ежедневная. И сейчас собираюсь, решила включить камеру, с вами немножко поболтать, собираюсь на пилатес с моей подружкой, как я вам и говорила, мы
Ходим сейчас вместе раз в неделю еще на пилатес, на реформере, который вообще очень прикольно, очень нравится. Ну, ничего не изменилось, я в прошлом влоге вам рассказывала, я только один раз еще была. Сейчас хочу попробовать вместе с вами, ну, вернее, я уже пробовала, мне очень понравился, и хочу вам показать, как это работает. Я вам в прошлом влоге показывала в распаковке этот спрей, не спрей, а мусс от Darling, он новый, в золотом яблоке я его купила, для волос, соответственно, понятно. Это сухой шампунь в формате пенки. Очень прикольный. Он вообще не склеивает волосы, но его наносить чуть сложнее, чем обычно сухой шампунь, потому что, ну, все-таки это пенка, да, и нужно, чтобы она высохла, поэтому я ее использую вместе с феном. Сейчас, девочки мои. Кстати, ничего, что тут меня пока не видно, пока я достаю стайлер. Хочу купить себе новый стайлер от Dyson, который супер новый, который для рынка Азии выпущен, хотя я так поняла, что его будут в Европе тоже продавать уже, потому что он какой-то там супер офигенный, всем хочется его и так далее, поэтому они решили вроде бы как и для Европы совсем скоро, там в июле или в августе в магазине, да, представить, потому что так только через Байер можно где-нибудь заказать, и в США уже вот доступен он. Ну и в Азии, соответственно. Поэтому я не знаю. Ну, буду, наверное, как только появится где-то в Европе, через какого-то байера заказывать. Называется Kaanda 2X. Он более мощный, в 2 раза мощнее обычной версии. У меня вообще старенький мой Dyson, ему уже сколько, наверное, ну, года 3 или 4, не знаю. Я его очень люблю, с ним все супер, но для моей, например, сушки волос мне его не хватает. Вы знаете, я покупала отдельный фен, тоже от Dyson. Он шикарно справляется с моими волосами. Этот... Ну, у меня, видите, и длина, и густота, ну, очень долго. Хотя очень его люблю, но уже как будто бы, знаете, нужно обновить. Я уже хочу обновить на более мощный, на более новый. И там у него еще прикольная такая насадка есть для выпрямления. Ну, тоже воздухом выпрямляет, да? Прикольно. Потому что я люблю гладкие волосы, но я не люблю эффект от утюжка. Я не люблю, когда они, знаете, такие прям прилизанные. Мне такая вот гладкость не нравится. Я люблю, чтобы они просто, если хочу прямыми, то я... вот так вот их вытягиваю на вот эту вот расческу, ну, на этот брашек, да? Или вот не на этот, а именно на браш круглый. Мне тоже нравится вытягивать. Они тогда такие гладкие, но при этом остаются объемными, не такие сосулечки. Сосулечки я не очень люблю. Это, конечно, все вкусовщина. Так. Сухой шампунь. У меня на самом деле сейчас волосы, ну, можно было бы ничего не наносить, но так как я иду на тренировку, я в любом случае там немножечко буду потеть, и просто на будущее, скажем так, у меня на волосах уже будет этот сухой шампунь, и он впитает всю эту минимальную влагу, и я еще смогу жить эту жизнь сегодня после тренировки. Вот столько я взяла и наношу на пол. Ну, как получается. Только что помыла полы, знаете, можно бы тоже их сухим шампунем. Я наношу вот сюда и пальчиками распределяю по всем волосам. Вот, то есть я не знаю, если без фена, ну, наверное, нужно будет подождать, пока они высохнут, но мне не очень нравится. А так можно просто взять фен и за 1 минуточку их просушить. Вот так, знаете, небрежно, шикарный эффект. Вообще не ощущаю его на волосах. То есть, ну вот вообще он не ощущается. Знаете, бывает, сухой шампунь делает волосы чуть более жесткими. Ну, мне как бы это нравится. Этот эффект, все нормально. Я, ну, знаете, я не наношу на очень грязные волосы. Очень грязные волосы нужно только помыть. Вот, но для того, чтобы они дольше оставались чистыми, я люблю сухой шампунь. Но вот этот, он вообще не ощущается. Как будто бы ничего не наносила. Нет вот этой вот какой-то, знаете, лишней вот этой структуры, жесткости, ничего такого нет. То есть они мягкие и отлично выглядят. Не знаю, видно или нет. Кстати, что немаловажно, его не нужно вычесывать. Это никакая не реклама. Я видела, что они рекламируются у блогеров. Я купила сама, как обычно. Потому что мне нужно быстрее попробовать. Вообще никакого белого налета. У меня же темные волосы, все равно... У меня нет проблемы, я все равно вычесываю, или, знаете, беру просто от халата рукавом, вот очень хорошо вот этим вот, ну, шелком, полиэстерским шелком, снять вот эту вот черноту, белизну на темных волосах, или просто каким-то там полотенцем пройтись вот так. И оно все
убирается. Здесь вообще ничего делать не нужно, потому что никакого белого налета. Девочки, что хотела вам рассказать срочно, пока не забыла. Подружка поделилась со мной, я поделюсь с вами. Тренировки. Я с темы на тему, как обычно. Есть, короче, приложение, называется оно вот так, Fitness Online. Офигенное. Сейчас покажу. Можно составить себе тренировки, можно взять готовые программы, и что невероятно круто. Я сама еще, честно, так особо не разобралась, но оно вам нужно. Вот скачайте, потому что там есть платная версия, я пока не покупала, я только вот скачала на днях. Сейчас он предлагает вам уже готовые тренировки. Тут есть какие-то диеты, спортивное питание, там какое-то, ну, в общем, неважно. И он сначала бы научилась пользоваться, потом бы девочкам показывала. Вот, можно выбрать, смотрите, например, готовую тренировку. Вот, мы выбираем. Тут, кстати, можно для мужчины и для женщины выбрать отдельно. И вы выбираете свой запрос: похудение, рельефное тело, красивый ягодицы, красивый пресс, бла-бла-бла. Ну вот, мы возьмем, например, родовое восстановление. Ну, в общем, все что угодно. Выберем, например, все тело за 45 минут. В тренажерном зале. Кстати, можно там и дома тоже. Ваш опыт, без опыта, начинающий, продвинутый, опытный и так далее. Но, кстати, я советую в тренажерный зал, девочки, все-таки ходить с такими тренировками самостоятельными, я имею в виду, уже когда у вас есть хоть какой-то опыт. Хотя бы вы месяц ходили на какие-то тренировки, чтобы вы понимали, как нужно работать, чтобы себе не навредить, потому что это все делать очень легко. Чтобы вы знали, как включить мышцы и так далее. Ну, это очень важно, не прям злоупотребляйте этим в самом деле. Я понимаю, что, может быть, это не всем доступно, но хотя бы на какие-то групповые тренировки с кем-то походить или какие-то консультации взять, чтобы вот вас научили, чтобы вы чувствовали свое тело. Это реально очень важно, потому что можно себе навредить очень легко. Так вот, выбираем. Например, вот у меня уже опытный, наверное, будет. Я уже все-таки более 2 лет занимаюсь. Ну вот, допустим. И тут смотрите, 33 тренировочных дня, 3 тренировки в неделю. Рекомендации по диете, рекомендации по спортивному питанию. Ну, вот эти вот последние 2 пункта мне не интересны, но сами тренировки, конечно, очень-очень интересны. Вот, он вам составляет на эту неделю 3 тренировки, видите? Вы выбираете первое, и смотрите, вот ваша программа. Это просто обалденно. То есть сначала у вас какая-то минимальная разминка, скажем так, да, здесь буквально 4 минуты на беговой дорожке, чтобы пульс был 130-140. Это я просто первый попавшийся вам открыла. Потом тут у вас тренировки, сейчас я тоже покажу, и в конце растяжка, что вообще немаловажно, нельзя этим злоупотреблять, обязательно нужно делать. Ну вот, например, берем, кстати, это упражнение Good Morning, моя тренер тоже мне часто его дает. Тут смотрите, насколько показана техника и насколько, вот видите, красным показана группа мышц, которую вы должны чувствовать. Это просто обалденно. Ну, может быть, нужно было мне открыть программу для новичков, да, но я думаю, что там плюс-минус то же самое. И смотрите, здесь написано, сколько повторений, сколько у вас отдых 1 минута и сколько подходов. Ну, это просто шикарно. И вы тут вносите, сколько килограмм вы поднимаете. Здесь написано, рекомендуемый вес 5 килограмм. Ну, например, вот 5 и ставите. Если вам тяжело, ставьте меньше и просто пишите, он запомнит сколько. И повторений сколько. И так вот с каждым упражнением сделали. Потом вот, например, разведение ног лежа на спине. Видите, тут сразу вы видите, как это нужно делать. Тоже без отдыха, 20 повторений, 3 подхода. Ну, просто бомба. Мне кажется, что это нужно всем. Вообще, на самом деле, чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что спорт – это просто неотъемлемая часть жизни, к которой каждый из нас должен прийти вот просто обязательно. И хочется, конечно, чтобы как можно раньше вы нашли для себя то, что нравится вам, потому что это ваше здоровье. Это не только там, это вообще не про какую-то там красоту тела, там вот это все, там, знаете, быть фитоняшкой, это вообще не про это. Это именно про здоровье в первую очередь, а там уже красивые ягодицы и подтянутое тело, это, знаете, такой приятный бонус. Так что вообще бомбовское приложение, если честно. Мне кажется, что если бы много людей о нем знало, то тренера бы потеряли свою работу. Хотя вот тоже моя подружка узнала об этом приложении от своего тренера, потому что она там, ее тренер берет оттуда упражнения многие. Ну, вообще, как бы все давно придумано, да, и все упражнения, они уже давно, конечно же, придуманы.
Вот, но тут от человека зависит. Мне нравится заниматься с тренером. Вот мне нравится, когда я знаю, что меня ждут, что я вот договорилась с кем-то. Это, знаете, такой стопроцентный вариант не слиться, скажем так. Мне, в принципе, нравится взаимодействовать с тренером. Ну, когда вот за мной следят, для меня там составляют что-то. Ну, например, еще одну дополнительную тренировку я могу брать и отсюда, или, например, где-то в отпуске. Ну, короче, там есть и домашние тоже тренировки. Все. Шампунь вам показала. Пойдем одеваться, а то у меня уже не так много времени. И, кстати, тоже еще я не договорила про тренировки. Это не обязательно какие-то тяжелые веса. Ну вот вообще нет. Я, например, у меня всегда небольшой вес, потому что он мне не нужно. Я не хочу там наращивать большую мышечную массу. Ну не про это. То есть это вообще не значит, что вы какой-то там качок будете, да. Если вам это не нужно, то это вам не нужно. То есть просто найдите, что нравится вам. Возможно, это просто какая-то растяжка, йога, я не знаю, какие-то групповые тренировки. Классно, когда с подружкой, например, ходите, да, для какой-то мотивации. Вот как, например, мы сейчас с моей Олей пойдем на пилатес. Прикольно, потому что время вместе проведем, знаете, и полезное тело для своего здоровья сделаем. А плюс сегодня еще и суббота, и я уже во второй половине дня более или менее свободна, потом пойдем куда-то пообедаем, куда-нибудь сходим, погуляем. Ну, в общем, такое классное времяпрепровождение. Самое минимальное, что вы можете делать, конечно, это ходить. Но, если честно, это, конечно, тяжеловато. Всегда, знаете, в чем проблема? Время найти вообще. Но это просто как стиль жизни. То есть нужно просто как-то это поставить в свою жизнь, что это вот такое обязательное. Ну и погода тоже, конечно, влияет, потому что, сами понимаете, в дождь особо не погуляешь. Вот. Ну, хотя бы какую-то вот минимальную, там, не знаю, 10 минут там растяжечку с утра можно найти время. Всегда просто дело в приоритете. Поэтому очень часто мы забиваем, жертвуем собой, как правило, ради чего-то другого. Но это очень-очень важно. Вот. Я это сейчас говорю, это не значит, что я сама какая-то вообще идеальная. Вообще нет. Вы знаете, что шоколад — это просто мои лучшие друзья, я это очень люблю. И какие-то там супер тренировки. Ну, и у меня все хорошо с дисциплиной, там тренировки я вообще никогда не пропускаю, это все обязательно. Ну, например, тоже с ходьбой не всегда все идеально. И, конечно, самое лучшее, что мы можем для себя сделать, прям на первом месте, на втором спорт, на первом, конечно, это то, что мы едим, и здесь у меня тоже всегда прям очень трудно, если честно, потому что я очень-очень-очень большая сладкоежка, я не готова, не хочу этим жертвовать. Вот, но все равно всегда стараюсь как-то вовремя себя держать, ну, потому что без этого никак в моем случае. Кому-то чуть более повезло, он равнодушен, хотя кто-то не любит сладкое, кто-то любит, там, не знаю, жирненькое, солененькое, колбаску, там, что-то другое, булочки те же, поэтому у каждого из нас, наверное, свои. Ну, это все только трудом. Так, девочка, мы тут рассели на кровать, потому что я меняю постельное белье. Просто хочу застелить то же, которое лежало, и оно сейчас сушится в сушке, потому что там такое хорошее одеялко тоненькое. Сейчас как раз лето наконец-то пришло в процессе, уже идет, ну, вот с сегодняшнего дня. Хорошая погода. Сейчас я себе отпарю наряд дня. Кстати, я уже в этом топе, потому что я в нем и пойду. Ну, сверху, конечно, у меня еще будет жилетка. Впервые буду надевать из Зары свой костюмчик льняной. Отпариватель, кстати, хочу новый. Вы у меня постоянно спрашиваете, какой у меня отпариватель, девочки. Ему 1000 лет примерно. Это Xiaomi, он до сих пор продается. Я им довольна, но всегда есть много но. Во-первых, он уже старый. Естественно, сейчас есть намного более классные альтернативы. 100% это даже не обсуждается. Во-вторых, он все-таки такой мобильный, небольшой, его удобно брать с собой. Это все супер. В принципе, он справляется со всем, что мне нужно. Конечно, бывают какие-то вещи, которым нужен вот прям пресс, вернее, да. И, ну, например, те же шторы на весу я им не отпарю. Ну, вернее, тюль. Вот 100% шторы, может быть, еще да, тюль точно нет. Довольно. Но цена как бы на него очень такая доступная, приятная, но я хочу что-то новое, хочу что-то более усовершенствованное, такое более мощное, может быть, какую-то паровую станцию, типа как Тефаль, вот у меня в голове сейчас такая. Как бы особенно для поездок, для ежедневного использования, он занимает мало места. Мы вообще утюгом не пользуемся практически. Я там повторюсь, да, наверное, когда только тюль, шторы. Тогда достаю утюг, а так, ну, всегда
всегда хватает, нам хватает. Но есть, конечно, более интересные варианты, поэтому да. Советовать, да, могу, но, сами понимаете. Даже не знаю, когда я его покупала, уже очень давно, реально, много лет назад, еще на Алиэкспресс заказывала. И он у меня, кстати, прекрасно работает, хотя наши друзья, они тоже примерно в одно и то же время покупали такой, и 2 раза у них ломался, они покупали новый, может быть, даже 3, я уже не помню. Вот, но у нас все супер. Работает исправно. Особенно для поездок очень круто. То, что он не занимает много места, он легкий, мы всегда в отпуск берем с собой, потому что, сами знаете, вещи в чемодане. С ними происходят разные такие конфузные ситуации. Так, лен, конечно, блин. Пока отпарю одну сторону, вторая уже... Ну ладно. Такой технический момент. Так, форма моя. Только что с сушки. Ой, так, кстати, еще мне нужны носочки. Так удобно, что для пилатеса не нужно брать с собой кроссовки. Потому что занимает... Я купила такие специальные носочки. Ну, на Wildberries просто. Думаю, все вы знаете. Чтобы они такие противоскользящие. Вот вся моя форма. Сегодня пойду с этой сумочкой, я уже немножко опаздываю. Что мне с собой еще взять? Кошелечек, антисептик, салфетки разные. Все. Сейчас оденусь и покажусь вам. Так, мне нужно шорты по возможности удержать, чтобы они не падали сильно. Поэтому я возьму ремень. Как раз таки выбрала именно черный, потому что у меня черный топ и черные пуговицы на жилетке. Сейчас покажу. Жилетка такая, она очень свободная, поэтому, конечно, под нее что-то нужно надевать. Мне было комфортнее. Ремень этот вы тоже постоянно спрашиваете. Это наш белорусский бренд Most Wanted, кажется. Да, это точно он. Нет, надо, наверное, чуть подрасслабить, чтобы они пониже все-таки сидели. И жилеточка. Я ее буду застегивать не полностью. Это микрофон, если что. Вот видите, она такая супер свободная, несмотря на то, что... О, надо отрезать эти штучки. Несмотря на то, что это размер XS, она должна быть такой супер свободной. В принципе, можно надеть просто лиф, но мне было бы, наверное, не очень комфортно. Я вот не знаю, может быть, даже не застегивать, потому что пупка уже не видно, и, в принципе, тут такой малюсенький треугольничек только виден. Наверное, хочу волосы заколоть вот так. Так, прическа готова. И шлепки вот такие из Зары. Покупала их в прошлом году. Они сюда тоже по цвету. Так, все-таки шорты немножко надо поднять. Так, Бонечка бедненькая уже бежит. Поняла, что я ухожу. Я здесь. Так. Приветик. Я ухожу на тренировку. Иногда нужно быть отдельно друг от друга. Ну не грусти. Ой, моя булочка какая, посмотрите. Самая любимая собачка. Иногда нужно побыть отдельно немножко. Нужно личное пространство каждый из нас. Такой у меня очень расслабленный получился лучок. Сумочка моя. Очки еще взяла. Парфюм, конечно же. Все, девочки, как обычно, желаю вам самой прекрасной недели. Благодарю вас за ваши пальчики вверх, которые, я надеюсь, вы не забыли поставить. Спасибо вам за ваше время и увидимся совсем скоро. Пока-пока.